Привет всем! Завтра у меня день рождения, и я сейчас вышел записать это короткое вступление к ролику, который выйдет в день рождения. Поэтому сегодня у меня день рождения, и сегодня уже почти 2 месяца, как мы провели в карантине. Так вышло, что в конце февраля мы с Марселем и Катей и с нашими малышами съездили в Италию. Как обычно в Италии, пили вино, съели лучшее в мире мороженое в джелатерии Донделе, побывали в отеле, где мы праздновали свадьбу, ходили в кафе и даже в ресторан, а также познакомили детей. И, конечно же, наслаждались красотой природы. И не только. Короче, это был хороший семейный отдых. Оглядываясь назад, сейчас мы ценим этот отдых гораздо больше. Как только мы вернулись из Италии, мы сразу же самоизолировались, то есть мы понимали, что мы можем быть риском для других, поэтому мы остались дома. И 2 недели сидели дома, и в течение этих 2 недель был объявлен карантин. И сегодня почти 2 месяца, как мы сидим на карантине и работаем из этого режима. Честно скажу, что когда мы были в Италии, я знал о ситуации, что там она серьезная, и знал, что она придет в Англию, но я надеялся, я как бы тешил себя надеждами, что к моему дню рождения все это спадет, и я смогу его нормально отпраздновать с друзьями. Но что имеем, то имеем. Мир до сих пор находится в непростом положении. Думаю, вы можете представить, как я ощущал себя по мере приближения дня рождения и осознания того факта, что на личную встречу с друзьями или организацию чего-то помимо зум-вечеринки я рассчитывать не могу. Часто перед днем рождения начинаешь переживать, думать, не хотеть его проводить, не хотеть, чтобы он приходил, и волноваться. В этот же раз все совершенно по-другому. Я просто не имею никакого выбора. Я просто физически не могу ничего устроить, и из соображений безопасности не собираюсь нарушать режим и с кем-то встречаться, и это оставляет свой отпечаток. Короче, вся эта ситуация крайне неприятна и неудобна. Но знаете, в чем самый прикол? Я совсем не расстроен. Да, конечно же, я хочу провести грандиозную вечеринку, собрать друзей, или даже не грандиозную, а просто маленькую вечеринку, встретиться с друзьями, обняться, поцеловаться, сесть и физически реально чокнуться с кем-то бокалом вина. И я должен бы расстраиваться, из-за того, что не могу это сделать, но я не расстраиваюсь. И для этого есть одна причина, и эта причина – подарок от Ани. Сейчас я вам обо всем расскажу. В ноябре прошлого года мы с Аней вышли из роддома с Элвином. Как только Элвин переехал из роддома в родной дом, я взял месяц, чтобы провести его с ним, и это было хоть и сложное физически, но изумительное время со многими новыми активностями. Разрезанием бирки из роддома, первой прогулкой, знакомством с бабушкой и новыми друзьями, неожиданным поздравлением от самарских фанатов Риты Дакоты, сном, еще прогулками, даже с первой профессиональной фотосессией. Как бы там ни было, этот месяц пролетел довольно быстро, и мне нужно было возвращаться на работу. Пока я был на работе, Элвин с Аней прекрасно проводили время вместе. Они тусили, ходили за продуктами, много спали и просыпались. Доброе утро. Даже сгоняли в Париж. Иногда, правда, они записывали мне видео, что скучают, Папа, привет. или слали фотки с каким-то намеком. После этого, и прямо перед упомянутой ранее поездкой в Италию, мы даже слетали на Кипр, чтобы познакомить Элвина с еще одними бабушкой и дедушкой. Итак, как вы могли догадаться, Элвин и есть тот самый подарок, из-за которого этот карантин не кажется таким плохим, не кажется таким сложным и не кажется таким невозможным. Честно говоря, я даже немножко рад, потому что я воспринимаю его как продолжение своего декретного отпуска. Ну и, конечно, как вы могли догадаться, мы продолжаем в том же духе, придумывая все больше и больше новых развлечений и активностей. Издаем новые звуки. Гуляем. Открываем. Вау, какой классный пылесос! Переворачиваемся. Ой, ты молодец какой! Ржем. Тренируем поцелуи с полом. Интересуемся всем вокруг. Хватаем все подряд и продолжаем интересоваться всем вокруг. Сегодня мне исполняется 33 года, а Элвину исполняется 5 месяцев именно сегодня. Спасибо тебе, малыш, за этот подарок. Я тебя очень люблю. Да, одно желание — это сегодня ты занимаешься ребенком весь день. Убираешься, играешься с ним, меняешь ему памперсы. Я тебе ни в чем не помогаю.
Шутка, шутка.